Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим команду Ауры на финального босса 6 сезона. Также будет вариант с Роуз вместо ФС для тех, у кого ее нету. Разберем важные моменты, нюансы и так далее. Ну чё, погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Тайминги я здесь в итоге использую вот такие. Было много вариантов, особенно Анелизис 29.5. И еще только мы там не пробовали. Короче, разные варианты. Но у меня получается лучше вот так. Также цикл тоже 15,5. Счет глобального бафа. Можно сделать и 17,3, но почему-то именно вот так конкретно у меня выходит лучше. Из минусов, так как у нас ФС в разломе, не всегда она его вешает. Хоть и шанс повышенный, но тем не менее. Поэтому приходится иногда все-таки пореролить. Но той же Роуз все равно урона немножко меньше. Хотя разлом она вешает стабильно. Раз уж мы начали с ФС, то, соответственно, рассмотрим ее снаряжение. Тут обязательно перчатка вот эта. Наложение дебафа. И, соответственно, ФС будет бафать урон всем, кто рядом. Куча точности, ускорение по возможности. Таланты используем вот эти. Обязательно берем ее уникальный талант. Расстановка у нас, кстати, вот такая. Получается, по бокам Таресию бафает Линкас и Дианта. Также за всеми героями следите за характеристиками. Даже за той же ФАС, потому что у меня, допустим, она вот не сильно по ХП отстает от Таресии. То есть у каждого героя проверяем статы. В некоторых моментах приходится и защиту вообще ставить, просто из-за того, чтобы не перегонять Таресию. То есть вот, допустим, у Дианты у меня броня на защиту. И далеко не для того, чтобы какая-то там выживаемость была, а просто потому что, чтобы не перегонять. Так как я играю на воронке через неустрашимость, у меня в принципе проблемы со шмотками именно для ауры. И мне сложнее ее намного собрать, в отличие от тех, кто играет через ауру на воронке. То есть у них и шмотки на Таресию, скорее всего, через ковку сделаны. Вот поэтому мне более тщательно нужно следить за статами на героях. Соответственно, вот такая вот у меня Дианта. Атака тоже чуть меньше, чем у Таресии. И хпшки. Все. Поэтому приходится защиту пихать и так далее. Перчатка на крит урон. Таланты беру вот эти. И, собственно, Таресия намного лучше статы, конечно, можно сделать. По поводу таланта нужно будет тоже проверять, какой у вас лучше заходит, второй либо третий. Нужно будет пореролить, посмотреть. У меня ее эксклюзивным урон лучше. Опять-таки, желательно крит урона побольше, конечно, и атаки. Ну и по возможности ХП тоже не забываем, это очень важно. То есть сначала я выжимаю все, что можно с Таресии, и уже под нее подбираю команду. Соответственно, как я ранее сказал, если вы воронку бьете через ауру, вам это будет намного проще. Так как у вас, я в принципе скриншоты смотрел, у кого как одето там, намного выше статы и по крит урону, и по атаке, и по ХП. Соответственно, не приходится вот исполнять в плане защиты и так далее. Ну и Линкас. Если нет донатного артефакта, можно в принципе воткнуть сундук, либо лучше будет сфера драконьего божества, усиление щитов и урон. Опять-таки тоже не для самих этих щитов, а просто бафнуть урон. Я его вообще тут собрал, можно сказать, просвещенность. И также характеристики, близкие к Таресии по атаке. У меня, допустим, 3800 у нее, все, я начал подгонять. 3600, 3700. Мало, да, но что поделать, больше собрать не могу. Так, но тем не менее урон более-менее еще нормальный. Меня в принципе устраивает, так как Таресия не пятая и так далее.
Вот такой вот у меня Линкос получился. Ну и куда ж без нее, Анализис. Тоже ускорение не забываем, больше тем лучше. Точность, чтобы снимать именно бафы с босса, если они там будут, то она из ульты, когда выйдет, она их снимет. То есть точность здесь нужна. Ну и все, что связано с щитами. Также сфера драконьего божества. То есть получается, если у вас донатного артефакта нет на Линкоса, то придется все-таки ставить сундук. Как-то так у нас. Все, что связано с щитами, мифик, сет, вот такие вот таланты. Ну и соответственно специально под ауру у нас идет код, там где в допах атака и ОЗ, а не защита. Ну и собственно сейчас покажем бой и перейдем уже к команде с Роуз. Este es el juicio final. La vida es un carrusel. Saca 21, de los caídos no queda ninguno. Sangre en el trono, el jefe despierta. La tumba del dios ya está abierta. Tres cabezas, fuego mortal. Este es el juicio final. Tres cabezas, fuego mortal. La vida es un carrusel. Как я говорил, урон может быть рандомный, потому что у нас нестабильный разлом, то есть нужно будет все-таки пореролить. Ну что ж, перейдем к команде с Роуз. Тайминги здесь я использую вот такие теперь. Роуз у нас на 11.5, остальное все в принципе по старому, ничего не менялось. И что у нас новенького получается? Мы заменяем ФСу, Роуз, берем вот эти таланты, тоже шмотка на паф получается, и сет торговца. Все, точность, просвещенность 400+. Тоже команда стоит вообще без проблем. И получается, какие еще изменения. Дианта все по-старому. А вот Линкос, теперь вот эта шмотка будет стоять на нем. Тут по верхам можно ставить что угодно. Что вам там душе угодно, в принципе. Главное не перегонять по характеристикам Торесию. Поэтому я вообще просто со старой сборки оставил, не стал ничего менять, потому что, что бы я ни поставил, я начинаю ее перегонять по каким-либо параметрам. Все, в принципе, больше тут ничего нового, ничего не изменилось. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, все ссылки в описании. До скорых встреч, всем пока.